Всем привет! Очередной обзор, даже не обзор и даже не событий, то, что меня привлекло в течение последнего времени, 2-3 недели последних, то, что мне кажется интересным. Но война дело такое, что очень трудно узнать, что там происходит, что происходит на фронте, что происходит в штабах, о чем думают политики, которые все это затевают. Но что-то прорывается наружу в том или ином виде, и мы можем это все каким-то образом оценивать и даже я бы сказал, ранжировать, выше, ниже ставить по значимости. И что меня привлекло? Значит, первое, о чем мы много говорили какое-то время тому назад, может быть, неделю, это то, что санкции не работают. Конечно же, санкции работают, по большому счету. Они работают достаточно эффективно, но людям хочется видеть эффект как бы более мощный, убийственный, что называется. Я очень хорошо помню, когда война началась и начались разговоры о санкциях, первые разговоры, все думали, что Россия не выдержит нескольких месяцев. Я, честно говоря, так не думал, но думал, что через несколько месяцев начнутся серьезные сложности. И больше всего мы полагали, что сложности будут с поставкой электроники, военной электроники. Но ничего этого не произошло. Мир настолько глобален, Россия имеет хоть каких-то союзников в лице Ирана, Кореи, там еще каких-то стран. Турция активно помогает. Ничего этого не произошло. Наверное, были какие-то сложности с выпуском определенных видов военной продукции, но это не очень сильно подействовало на войну, на развитие событий. И еще один показатель, что санкции работают, это то, что об этом российская пропаганда говорит об этом. Вот вы же видите, говорит нам пропаганда, санкции не работают. Да, видим, конечно, видим, что санкции работают. И в связи с этим еще, конечно же, очень важна встреча Путина с Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын его зовут или Ким Чен Ир? Ким Чен Ын, наверное. Но неважно. В общем, с лидером Северной Кореи. Эта встреча произошла на Восточном экономическом форуме. На этот форум не приехал никто из других восточных государств. Я не знаю, звали там кого-то, не звали, но никто не приехал. Были только Путин и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын провел в России, по-моему, 6 или 7 дней. Он переговоры вел с Путиным и один день, и потом он был все время с Шойгу. Ну, понятно, России не хватает самых элементарных вещей: порох, взрывчатка, боеприпасы, соответственно, обычные. Вряд ли у Северной Кореи есть что-то такое, что могло бы претендовать на роль высокотехнологичной военной продукции. А вот обычные снаряды 6-дюймовые и ракеты для установок залпового огня типа «Катюша» у них, конечно же, есть. У них есть и разных калибров. И, я думаю, Россия очень много им поставляла в свое время. И вот сейчас все вот это вот старье, все вот это не очень качественное пойдет на фронт. По всей видимости, пока еще этого нет на фронте, потому что если бы это было, то сразу же появились бы фотографии, видео с применением корейских боеприпасов и что-то еще корейского, наверное, будут пушки корейские. Еще, может быть, какая-то техника будет такая простенькая. Пока этого ничего не видно, но, наверное, скоро появится. Значит, санкции работают. Еще очень интересно было бы отметить такую вещь, что вот последние буквально несколько недель было, я сразу могу назвать, 3 было мощных удара
по российской инфраструктуре. 2 удара было по Крыму, и 1 удар был... Но этот удар, который я хочу назвать, он не был как бы ударом, он просто был событием. Это ракета упала в Константиновке. Значит, что касается первых 2 ударов, это значит установка наша противовоздушная под названием «Триумф», то есть С-400 или С-300 там стоят ракеты. Там, конечно же, самое главное – это локатор и вот это вот взаимодействие с пусковыми установками. В этот комплекс «Триумф» входит несколько машин управления и несколько пусковых установок. И одна из пусковых установок была поражена. Может быть, были поражены какие-то машины управления, я не знаю. На фотографиях мы этого не видим, но явно видно, что одна ракетная пусковая установка была уничтожена. Они стояли вместе, несколько штук, и одна из них сгорела, как нам показывают спутниковые снимки. О чем это говорит? Это говорит о том, что Украина работает хорошо разведка, что они точно определили, где находится, где у них что находится. И то, что вот эти ракеты, которые предназначены для борьбы с другими ракетами, с другими летающими целями, именно туда и попала украинская ракета. Стало быть, этот комплекс «Триумф» не так уж хорошо и работает. А сколько попало туда ракет, какие были ракеты, совершенно непонятно, но это и не имеет значения. Главное, что этот комплекс был поражен. И его вывели с этого места дислокации. Значит, второе событие – это судоремонтный завод в Одессе. Не в Одессе, а в Севастополе. Это там, где ремонтируют наши военные корабли. Там было серьезное поражение, серьезный удар был нанесен. Завод, наверное, еще будет функционировать, а вот 2 корабля уже функционировать не будут. По крайней мере, до конца войны, потому что они разрушены довольно сильно. И, наконец, о чем следует сказать отдельно, на мой взгляд, это вот падение ракет в Константиновке. Константиновка – это небольшое село недалеко от линии фронта, и там, не село, наверное, город, поселок городского типа. И вот в центре города на рынок упала какая-то непонятная ракета. Там погибло 16 человек, потому что ракета упала на рынок, попала в рынок. Сразу же развернулась дискуссия мгновенно, после того, как появились первые видеосъемки, сразу же развернулась дискуссия, чья ракета. Военный осведомитель сразу написал, что это ракета украинская. Они показали отражение на крыше автомобиля, показали что-то там еще. И из этого сразу же сделали вывод, что ракета прилетела с украинской стороны. Украинская сторона, естественно, сразу же сказала, что это российская ракета. И она прилетела, значит, с российской стороны. Но через несколько дней появилось сообщение, что украинская сторона не будет расследовать падение этой ракеты, потому что и так все ясно. Довольно быстро появились фотографии с места событий, видео, где вот это место, куда упала ракета, было очень тщательно убрано. То есть там не осталось никаких следов от падения. Для того, чтобы понять, чья была ракета, откуда она прилетела, вот откуда прилетела, здесь, в общем, проще. По разлету осколков это можно достаточно четко увидеть. Туда, куда летели осколки, поражающие элементы, значит, с противоположной стороны прилетела эта ракета. По закону физики все движется в ту сторону, в которую оно и летит. Значит, с противоположной стороны места, откуда она прилетела. Она явно прилетела с украинской стороны. Есть соображение, что ракета была воздух-воздух,
и она может маневрировать и лететь туда, куда, значит, поворачивается ее цель, вслед за целью. И эта ракета могла прилететь, соответственно, если бы в небе находились российские и украинские самолеты, она могла прилететь с российской стороны, но полететь за украинским самолетом и, значит, соответственно, где-то там упасть в направлении, как будто она прилетела с украинской стороны. Можно это рассматривать. Ну, есть варианты, что рассматривать. Но украинская сторона сказала, что она расследовать этот случай не будет. И обломки ракеты тоже не были предъявлены публике. Нет ни одной фотографии с обломками этой ракеты. Конечно же, априори сразу же можно сделать вывод, что украинская сторона что-то скрывает. Сразу же понятно, что она скрывает. И это вопрос гораздо серьезнее, чем кажется, потому что это вопрос доверия. Вот на сегодняшний день никто не доверяет российской пропаганде. Тому, что говорят российские власти, не доверяет никто. Понятно, априори понятно, что это все вранье, что они все врут, абсолютно все. Я не знаю, что бы можно было принять за правду из того, что говорит российская пропаганда. Ну, наверное, только общие вещи, что идут боевые действия, они даже войной не называют, что там погибают люди, что жертвы есть с обеих сторон, какие-то такие основополагающие вещи. А в деталях, конечно же, нет. Взять хотя бы то, что Путин всегда говорит, не будет мобилизации, не будет того, не будет этого, именно это все и происходит. Сейчас, конечно же, тоже идет мобилизация скрытая, но власть говорит, что мобилизации не будет, значит, скорее всего, будет. Я-то думаю, конечно, что мобилизации не будет, что вот они будут действовать вот такими же способами, как и сейчас. Как-то так, потихоньку собирать людей и отправлять их на фронт. Вот, украинцы говорят, что Россия хочет мобилизовать 1 миллион человек. Ну, мобилизовать-то они смогут, конечно, 1 миллион, но ведь их надо же вооружить, обучить, дать офицеров. А офицеров, по всей видимости, сейчас очень сильно не хватает, особенно офицеров среднего звена, потому что лейтенантов-то можно за год, за полтора подготовить в какой-нибудь пехотной школе, а как ты подготовишь командира батальона, командира полка, командира бригады, а они погибают достаточно часто. Сейчас опять было сообщение, что какого-то комбрига убили нашего российского. Вот, поэтому здесь вопрос достаточно спорный. Сможет ли Россия еще 1 миллион человек отправить на фронт? Организованный миллион, организованный в виде подготовленных войск. Я думаю, что не сможет. Ну и техники, в общем-то, не хватает. Опять возвращаясь к поездке Путина на встречу с Ким Чен Ыном. Вот. И из всего из этого, вернее, за этим, за вот такого рода информацией, появляются настроения, что наша публика, русскоговорящая, живущая в основном за границей, потому что из России сейчас мало мы слышим ничего, они все живут в преддверии какого-то социального взрыва. Что-то вот должно произойти, что-то должно случиться, ну вот сколько можно, давно пора, нет, ничего не происходит. Революцию, конечно, никто не ждет. Но так поговаривают, подумают, что, может быть, какие-то военные там как-то выступят, еще что-то такое. Не думаю, я пока не вижу этого ничего. И вот я недавно разговаривал с нашими подмосковными товарищами из тех, которым нравится Путин. Они, в общем, против войны, но мысль-то такая, что мы верим нашему президенту, мы доверяем нашему президенту и будем делать то, что он скажет. Будем-то будем, а вот своих детей на войну никто не хочет отправлять. Вплоть до того, что отправлю куда угодно, и пусть он там в лесу живет, в подполе сидит и так далее. То есть это не патриотизм, никакой совершенно не патриотизм, и не что это такое вот серьезное, это просто обычная покорность. С одной стороны, когда на тебя давят все силовые структуры, когда вокруг полиция, армия и ФСБ, ФСО работает, а с другой стороны телевизор, по которому сообщают, что все хорошо, верьте нашему президенту.
Ну, люди так и живут спокойно, в общем-то, и верят этому президенту. Они не знают, что там происходит на фронте, что там еще. Но да, конечно, мобилизовали сколько-то людей пошли сами добровольно служить по контракту, но пошли за деньги, это откровенно говорят. Они говорят, пошли служить за деньги, но мы своих детей не отдадим, нет. Наши пусть дома сидят. Ну, война, значит, пусть идет война. О каком социальном взрыве можно говорить в такой ситуации? Нужны какие-то более серьезные события, чтобы произошло что-то посильнее такое, вот как, например, Пригожинский бунт, когда и на Пригожина начали давить, и Вагнер начали терроризировать, и они вступили в прямые конфликты с вооруженными силами. Вот это да, здесь было понятно, что будет, что что-то будет. И произошло это мгновенно, несколько дней и, ну, может быть, несколько недель максимум, и все это случилось. Сейчас пока этого не наблюдается. Я не думаю, что что-то такое подобное сейчас произойдет. А что может произойти действительно, так это как поставки какого-то нового вооружения, какой-то новой военной техники в Украину. Вот мы видим уже, вот я говорил, что были нанесены удары по военным объектам в Крыму. Значит, эти удары, значит, эти ракеты, они обошли систему противовоздушной обороны российскую. Постоянно мы видим сообщения, что уничтожается военная техника российская, артиллерийские установки. Значит, Украина ведет достаточно серьезную контрбатарейную борьбу. Мы видим также прямые съемки уничтожения этих объектов. То есть где-то там летит беспилотник-разведчик, который все это фиксирует, и его не видят средства противовоздушной обороны России. То ли это новые беспилотники, которых не видит локатор русский, то ли это отсутствие достаточного количества средств противовоздушной обороны. Я не знаю, никто не знает, кроме тех, кто непосредственно этим занимается, кто там воюет. Но это говорит уже достаточно серьезно о том, что Украина имеет техническое превосходство над российской армией. Кроме того, появились такие загадочные сообщения Зеленского, который говорит, что мы будем воевать и зимой, мы прорвем оборону, и Сырский говорит, мы прорвем оборону до зимы, мы войдем в Крым. Очень много таких сообщений. И Зеленский даже сказал, я знаю, где это произойдет, но вам не скажу. Прям в стиле наших российских пропагандистов. Вот. Также появились видеосъемки довольно большого количества военнопленных российских. То ли они в плен сдаются, то ли ведутся какие-то действия боевые, о которых мы пока еще не знаем по тем или иным причинам, когда попадают в окружение российские части. Не знаю, подождем, скоро мы это увидим. И вот этот случай, когда российский вертолет перелетел из России в Украину, сдался пилот, тоже, в общем, достаточно серьезный звоночек для русских, что уже вот такого рода уже события происходят. Того глядишь, что какой-нибудь самолет улетит в Украину. Вот. И это все капля за каплей, и все это в эту чашу накапливается, и возможно, что скоро, конечно же, будет какая-то решающая капля, которая произведет очень серьезные события, изменится очень серьезным образом. Вот, это ожидание тоже имеется, что вот сейчас что-то произойдет на фронте, по крайней мере, до начала распутицы. Вот, и еще, что я хотел отметить, это усиление активности российской военной администрации в Африке. Ну, по всей видимости, речь идет о том, чтобы
изменить ситуацию с вагнеровцами, которые в основном в Африке занимаются своими темными делишками. Но при этом мы видим, что в Африку едут много наших военных. Значит, туда отправили генерала Попова, бывшего командующего, насколько я понимаю, 58-й или 52-й армии, который выступил, что не хватает боеприпасов. Туда поехал Юнусбек Евкуров, который вел переговоры с Пригожиным в Ростове. И туда же поехал, по всей видимости, разжалованный генерал Суровикин. То, что в Африке сейчас увеличивается вот эта вот военная, в том числе, активность, не только поездки военной администрации, но и военная активность, мы еще можем видеть по притоку беженцев в Европу. Опять увеличилось количество беженцев, которые бегут из Африки. Куда им еще бежать? Конечно, ближе всего в Европу. Опять же погибают, опять же им не нравится то, что их каким-то образом там не пускают в Европу, их отправляют на остров, на одном из островов. Очень серьезные волнения происходят вот этих всех беженцев. Но я думаю, что дестабилизация Африки – это тоже одна из серьезных целей, которые поставлены перед военным руководством России, именно перед военным руководством. Недаром они туда все поехали. И я думаю, что мы в скором времени можем ожидать еще более серьезных потрясений африканских. И все это связано, конечно же, с российско-украинской войной, потому что вот и европейские действия сейчас, вот то, что они не хотят пускать в Европу россиян на автомобилях, в частности, какие-то глупые запрещения телефонов, зубной пасты, я не знаю, там шампуней, что ли. Но это сделано с одной целью со стороны Европы, чтобы поменьше русских туда ехало, потому что европейцы понимают, что вот этот наплыв русских, он не очень хорош. У русских своя ментальность, у них свой образ жизни, и они этот образ жизни внесут в эту Европу, а это и коррупция, и преступность, и все такое. Поэтому они и ограничивают их. А с другой стороны, на них давят сейчас и африканские беженцы. Вот, так что вот то, что на меня произвело впечатление за последние несколько недель, и я все это высказал, что называется, я не могу терпеть. И это интересно в том смысле, что вот то, что мы говорим сейчас, а потом посмотреть, что же из всего этого получилось. Кто, что называется, был прав, а кто был неправ. Это во многом наша интуиция, вот, но и в какой-то степени, конечно же, правильный анализ происходящего. Мы видим, что происходит, и если в это вникать поглубже, не просто смотреть на экран компьютера и читать новости, а немного вникать, ну, может быть, можно будет сделать правильные выводы. На этом все. Спасибо. До свидания.